Принято решение, которое изменит жизнь миллионов граждан. Услышав такую фразу, многие наверняка представят себе президентское обращение к нации и бурные дискуссии в СМИ. Иногда так и бывает. Например, повышение пенсионного возраста и указ о мобилизации. Они хоть и свалились россиянам как снег на голову, хотя бы они не были подписаны втихаря. Пусть внезапно и безо всякого предупреждения, но Путин все же выходил в эфир и лично просил граждан отнестись к принятым мерам с пониманием. Однако система далеко не всегда проявляет такую открытость. Часто все происходит иначе. Чиновники и пропаганда привлекают все наше внимание к документам вроде новой доктрины ядерного сдерживания, которая, напомню, верховного главнокомандующего ни к чему не обязывает и ни в чем не ограничивает. А вот указы и законы, которые действительно имеют осязаемые последствия и меняют правила игры, эти бумаги подписываются тихо и без лишнего шума. На днях в России было принято сразу 2 документа, которые напрямую влияют на жизнь российских военных и членов их семей. В совокупности это миллионы людей. Но прежде чем перейдем к этим документам, обратим внимание на еще одну новость. Гендиректор Мосфильма, режиссер Карен Шахназаров, встретился с Путиным. Он не только попросил разблокировать YouTube, о чем сообщили примерно все, но и рассказал, что крупнейшая российская киностудия передала вооруженным силам России 50 единиц военной техники. Среди них, например, 8 плавающих танков ПТ-76. Те были приняты на вооружение советской армии 6 августа аж 1952 года, за 2 месяца до дня рождения Путина. А в советских фильмах о войне ПТ-76 иногда исполняли роль немецких танков. Танки Т-55 чуточку помоложе. Их производство началось в 1958 году. В советской киноэпопее «Освобождение», снятой Мосфильмом, в сценах масштабных немецких танковых атак на заднем плане едут именно Т-55. Вероятно, именно их Карен Шахназаров и передал для войны с Украиной в количестве 28 штук. Официоз уже не стесняется признавать, армии до того не хватает бронетехники, что в дело приходится пускать киношный реквизит. Однако власть пока стесняется сказать прямо, в дефиците не только танки, но и деньги. Государственные медиа разнесли на первый взгляд благую для военных весть. Владимир Путин своим указом повысил выплаты за ранения. Прежде любое по тяжести ранение оценивалось в 3 миллиона рублей, а теперь, если травмы, полученные в зоне СВО, привели к инвалидности, то выплата будет больше, аж 4 миллиона. Заголовки, что глава государства решил платить больше денег раненым, прошли по всем официальным СМИ. Вот, например, российская газета пишет. Президент Владимир Путин увеличил своим указом единовременную выплату участникам специальной военной операции за полученные боевые ранения. В чем же подвох? Как всех хотят обмануть традиционно? Подвох в том, что одновременно с великодушным указом Путина, и похоже, что под прикрытием этого указа был подписан другой документ – постановление правительства России, которое выплаты за ранения не увеличивает, а радикально сокращает в 3, а то и в 30 раз. Как мы сказали в начале, прежде всем раненым, вне зависимости от характера травмы, полагалась фиксированная выплата – 3 миллиона рублей. И было неважно, влетел ли в ногу осколок или ногу оторвало целиком. Конечно, далеко не все получали эти суммы на практике. В пехоте, особенно в штурмовых подразделениях, была принята такая вот практика. Ранение документально не оформлять, никаких справок не давать. Раненых или вовсе не эвакуировать, оставляя умирать на поле боя, или эвакуировать, но перемотав бинтом и помазав зеленкой, и не давая, конечно, никаких справок, слать обратно в бой, фактически просто добивать их руками ВСУ. Однако армия не состоит из одной только пехоты. Некоторые военнослужащие из других родов войск действительно получали обещанные 3 миллиона. Получали даже по нескольку раз, ведь солдат может пережить множество легких ранений и всякий раз возвращаться в строй. Путин громогласно повысил выплаты на 1 миллион рублей, но только для специфических случаев, когда раненый оформляет инвалидность. А правильнее сказать, для начала каким-то образом выживает, а потом добивается у чиновников и врачебных комиссий признать себя инвалидом. У бюрократии есть установка. Сейчас она признает инвалидами только тех солдат, у кого утрачены части тел. Если конечность или несколько конечностей полностью утратили функциональность, но не ампутированы, то военнослужащему ставят категорию «ограниченно годен». И хорошо, если не посылают после этого обратно на передовую, а зачастую ровно так и происходит. Так вот, Путин теперь дает больше денег некоторому количеству тяжело раненых, тех, кому повезло выжить и кого не отшили врачебные комиссии. А правительство, в свою очередь,
отменяет плоскую шкалу выплат и вводит дифференциальную. Отныне 3 миллиона только за тяжелые ранения, которые перечислены в специальном перечне. А за легкие ранения, которые указаны в другом перечне, теперь положено в 3 раза меньше – 1 миллион. Но если солдат на фронте получил какую-то травму, которой нет ни в первом, ни во втором перечне, ему полагается 100 тысяч рублей, в 30 раз меньше, чем полагалось ранее. И при этом, что немаловажно, в период излечения военнослужащим по 200 тысяч рублей, как в рекламе контрактов, уже никто не платит. Платит лишь совсем небольшое денежное довольствие. Раньше это должно было быть уравновешено 3-миллионной выплатой за ранение, а теперь такого не будет. В случившемся обнаруживается стандартная для путинской системы логика. Путин – царь-благодетель, он должен давать. Отнимать должны другие, в данном случае правительство. Между прочим, в 2018 году пенсионный возраст повышал вроде как тоже не президент, а парламент. Путин же наоборот картинно возмутился и строго сказал Госдуме: повышать для женщин аж на 8 лет перебор, имейте совесть, депутаты, повысьте только на 5. Однако в изменении порядка начисления компенсации за ранение есть и кое-что принципиально новое. Впервые за все без малого 3 года войны выплаты участникам так называемой СВО не повышаются, а понижаются. Такого прежде не было. До недавнего времени цифры только росли. Конечно, решению урезать выплаты бюрократия стремится придать благородный вид. Обсудим, как именно, но сначала реклама. Посмотрите, пожалуйста. Почему распродажи во всем мире начинаются 11 ноября? 11 ноября – это китайский день холостяков. Такой антипод ко Дню Святого Валентина. Одинокие люди дарят себе подарки, водят себя в рестораны, встречаются с друзьями. А в 2009 году компания Alibaba, по сути, превратила этот день в азиатский аналог Черной пятницы. Только стал он гораздо популярнее, если судить по объемам продаж. И у праздника этого нет границ. Люди со всего мира могут приобретать товары на распродаже. Чтобы вы не теряли связь с миром, PaperVPN тоже решил устроить распродажу специально для подписчиков моего канала. 11 дней с 11 ноября на все тарифы сервиса будет действовать скидка в 11%. Нужно ввести промокод CATS11. PaperVPN – это быстрый и безопасный VPN-сервис от петербургского независимого медиа Bumada. Этим VPN пользуются тысячи людей по всему миру. С ним работает YouTube, открываются все заблокированные соцсети, и в отличие от бесплатных сервисов, PaperVPN не тормозит загрузку. Сможете смотреть рилсы и сторис без пауз, а видео в качестве 720. Команда сервиса будет следить за нагрузкой серверов и оптимально распределять по ним пользователей. Вы можете купить одну подписку на всю семью или группу друзей. Нет ограничений по количеству устройств. Чтобы делиться подпиской, выгоднее всего купить тариф на 1000 гигабайт. При оплате сразу за 2 года подписка обойдется всего в 150 рублей в расчете на каждый месяц. А с промокодом CATS11 будет еще дешевле, так что переходите по ссылке в описании и ставьте себе надежный VPN, который будет работать и завтра. Продолжаем. Мы говорили о том, что впервые за без малого 3 года войны выплаты участникам войны понижаются. Конечно, решение урезать выплаты бюрократии стремится придать благородный вид. Решили всех запутать, и снижение сумм выплат для всех провернуть одновременно с повышением для некоторых, немногих. Кроме того, в сталинском стиле выступила депутат от «Единой России» и член профильного комитета Светлана Бессараб. Оказывается, все это происходит по просьбам самих трудящихся, вернее, воюющих. Дескать, тяжело раненым, которым причитают столько 3 миллиона, горько и обидно видеть, как их товарищи с легкими ранениями получают те же 3 миллиона. Поэтому и надо урезать выплаты. Тогда не обидно будет. Новости последних дней отнюдь не ограничиваются экономией на раненых и отправки на фронт танков Мосфильма. Государство озаботилось также вопросом материальной ответственности военнослужащих за поврежденное или утраченное военное имущество. Не все знают, но солдаты и офицеры несут материальную ответственность за амуницию и вооружение, которые им вверяет российская армия. От уставной пары ботинок до сложной военной техники. Еще в мирные времена неоднократно случались такие истории. Например, неопытный летчик при отработке посадки ломает стойку шасси самолета и попадает в переплет. Суд обязывает летчика возместить ущерб, а он, как вы понимаете, намного выше, чем летчик за много лет, а то и за всю жизнь заработает. Поэтому на войне каждый солдат оказывается на крючке. В любой момент вышестоящий командир может объявить, мол, это не противник смог сбить беспилотник, которым ты управлял, а ты сам, дурья башка, его уронил.
И тогда встает выбор – заплатить командиру, чтобы он правильно оформил списание дорогостоящей техники, или куда большую сумму возмещать государству. У командиров есть все возможности для самых разных схем вымогательства. Тут недавно Z-каналы рассказывали об аресте офицера Владимира Новикова, который 17 своих подчиненных в возрасте от 19 до 40 лет держал в собачьих вольерах. Z-авторы публикуют кадры удержания солдат голыми в ямах, пишут об избиениях и расстрелах. Если офицер может своих подчиненных держать в клетке или в яме и обнулять, то есть убивать, то тем более он сможет повесить на них утраченное военное имущество. А что Госдума? У нее свой интерес. В поисках кого бы еще поставить на счетчик, она вдруг вспомнила о существовании добровольческих отрядов. Таких к настоящему дню осталось уже немного. Даже неонацистская группировка «Русич» и та, по словам ее командира Алексея Мельчакова, давно стала частью официальной российской армии. Однако какие-то самостоятельные негосударственные подразделения пока существуют. И Госдума приняла поправки, чтобы материальную ответственность перед государством несли и они. Технику-то они получают казенную. Эти поправки создают удивительную юридическую коллизию. По закону в России по-прежнему не может быть ни частных военных компаний, ни так называемых добровольцев. Это все незаконные вооруженные формирования на юридическом российском языке. Но Госдума прямо в федеральном законе фиксирует как факт. Да, государство передает незаконным формированиям оружие и военную технику. И отныне государство намерено еще и взыскивать с них уплату за попавший в аварию УАЗик. Не просто так привожу именно этот пример. Механизированная война – это, помимо всего прочего, гигантский трафик. Но на фронтовых дорогах светофоров не ставят, поэтому ДТП на войне не эксцесс, а ежедневная практика. На месте военных водителей я бы сильно напрягся, что система одновременно и решила сэкономить на раненых военнослужащих, и вспомнила о том, что у здоровых есть материальная ответственность. Путин до последнего времени напоминал купца из мультфильма «Летучий корабль», того самого, у которого был универсальный ответ – «куплю». С военной техникой, конечно, есть большие сложности. Не просто так приходится брать старье аж из запасников киностудии. Но вот снаряды, ракеты и даже люди, если армии не хватает их, то путинская система их просто покупает. Боеприпасы северокорейские, люди российские, а деньги, как казалось, бесконечные. Означает ли внезапное затягивание поясов за счет раненых солдат и материально ответственных добровольцев, что вот уже скоро и войне конец? Что воевать больше не на что? Все возможно, но рассчитывать на это не стоит. России при Путине не впервые жить как в анекдоте. Что, папа, ты теперь будешь меньше пить? Нет, сынок, это ты теперь будешь меньше есть. Экономия на солдатах еще не означает экономии на военных действиях. Предвестником скорого окончания войны могло бы стать уменьшение сумм единовременных выплат при заключении контракта. Вот это намекало бы, что власть решила закругляться, много дополнительных солдат ей больше не нужно. Но пока мы этого не видим. Нельзя исключать ситуации, при которой бюджет будет все сильнее экономить на раненых, искать формальные поводы, чтобы не выплачивать ничего военнослужащим, но вот единовременные выплаты для новобранцев все равно продолжат расти. Могут и квартиры начать давать вместо денег. Потому что выплаты в несколько миллионов рублей за подпись на контракте с Минобороны – это приветственные деньги. Они призваны заманить человека на фронт, человека, который пока еще никому ничего не должен. Но вот когда он уже оказывается в армии, тогда можно перестать платить обещанное. Он же уже в ловушке, откуда выбраться шансов немного. Годовой контракт на деле оказывается бессрочным, а положение безнадежным. Строго говоря, и так далеко не все доживают хотя бы до первой выплаты. Z-автор Анастасия Кашеварова приводит такие вот примеры, цитирую ее пост. 21 июня 2024 года исполнилось 18 лет. 14 августа подписал контракт. 26 августа направлен на задание. 31 августа признан без вести пропавшим. Итого 17 дней с момента подписания контракта. Или вот еще пример. 12 сентября контракт. 20 сентября направлен в зону СВО. 24 сентября признан пропавшим без вести. Итого 12 дней. Конечно, не все военные погибают или пропадают без вести настолько быстро. Многие воюют месяцами, некоторые даже годами. Но сейчас на их месте я бы сильно напрягся. Они и так уже в армии. На войну заманивать их не нужно. Договариваться с ними больше ни о чем не надо. Значит, на них можно начать экономить. Квалифицировать любые ранения как незначительные. Регулярно за что-нибудь штрафовать, как в какой-нибудь корпорации с особо жесткой трудовой дисциплиной.
Да, по нынешнему закону Минобороны не может штрафануть военного на сумму больше месячного заработка. Однако, во-первых, закон по необходимости могут запросто редактировать и дальше, а во-вторых, не все живут на фронте дольше месяца. Ну и в-третьих, закон никак не ограничивает количество штрафов за потерянное или испорченное военное барахло, выписывая их хоть каждый месяц, хоть в судебном порядке взыскивая бесконечные суммы. Но, может быть, распространение информации о новых порядках в действующей армии отпугнет тех, кто подумывает продать свое здоровье и жизнь за пару миллионов рублей. Что касается информирования граждан о сменившихся расценках, тут опять оказались заодно и антивоенные СМИ, и заламывающие руки Z-военблогеры. Некоторые из них уже просто воют. И это, конечно, очень хорошо. Информация распространится быстро. И, глядишь, может быть, меньше людей попадут в армию. В комедии «Кавказская пленница», снятой на той же киностудии «Мосфильм», есть хорошая цитата. «Тот, кто нам мешает, нам и поможет». Сейчас это, как ни странно, касается Z-военблогеров, которые доносят всю ту же информацию о проблемах с деньгами в российской армии. Будем доносить и мы. Может быть, опять же, меньше людей пойдет от этого на фронт. До завтра.